Друзья, всем привет! Готовлю знаменитый советский торт «Черепаха» в кето-варианте, без муки и без сахара. Торт получается очень вкусный, в нем гармонично сочетаются миндальные коржи со сметанным кремом и с шоколадом. Этот рецепт торта «Черепаха» отлично подойдет для всех, кто ограничивает углеводы в своем рационе, либо при непереносимости глютена. Торт оценит любителей советской классики в новом формате. Готовится торт просто и быстро. Обо всех особенностях рецепта я расскажу в данной публикации. Творожный сыр необходимо разогреть в микроволновой печи или на плите, чтобы он стал просто теплый. Теплый творожный сыр тщательно перемешиваю, чтобы он был гладкий без комочков. В творожный сыр добавляю яйца и подсластитель. В качестве подсластителя у меня сироп стевии. Ссылку на сироп стевии я оставляю в описании к данному рецепту. Тщательно перемешиваю, чтобы яйца полностью вмешались в теплый творожный сыр. Подсластитель вы можете использовать на свое усмотрение, как жидкий, так и сухой. Пропорции на сухой подсластитель я также оставляю в этом рецепте. Добавляю миндальную муку, разрыхлитель и ванилин. Перемешиваю до получения миндального теста. Готовое миндальное тесто убираю в холодильник на 20-30 минут. Противень для выпекания смачиваю водой при помощи кисточки. Сверху выстилаю пекарскую бумагу, фиксирую пекарскую бумагу на противне. Порционно при помощи ложки, лопатки выкладываю заготовки поверх пекарской бумаги. Оставляйте место между заготовками, чтобы во время выпекания они не соединились. Если есть неровности, подравниваю их лопаткой. Противень с тестом убираю в заранее разогретую до 190 градусов духовку на 10 минут. Оставшееся тесто убираю в холодильник. Выпеченные коржи оставляю на столе. Со второй партией проделаю все то же самое. Они очень легко снимаются с пекарской бумаги. Готовые коржи убираю в холодильник. Для крема в жирную сметану добавляю подсластитель и ореховую пасту или урбич, которые есть у вас в наличии. Вымешиваю на средних оборотах миксера до получения стабильного крема. В этом рецепте я использовал конопляный урбич. Вы можете использовать любую ореховую или арахисовую пасту. Это не принципиально важно. Чтобы крем получился стабильный, сметана всегда должна быть охлажденная, с предварительно слитой сывороткой, а тара для взбивания ледяная из морозильника. Крем устойчиво держится и не опадает с венчиков миксера. На подложку для сборки торта наношу немного крема для устойчивости. Сверху выкладываю первые коржи и наношу крем на каждый коржик, индивидуально распределяя его лопаткой. На момент сборки коржи и крем должны быть холодные. Вместо сметаны можно использовать сливки не менее 33% жирности. Далее укладываю второй слой коржей и в такой последовательности, чередуя коржи и крем, собираю торт. Название советского торта «Черепаха» было придумано благодаря схожести с его формой с черепахой. Аналоги той самой черепахи существуют и в других странах. Например, во Франции и Германии крем для этого торта изготавливается исключительно из взбитых сливок с ванилью. В Италии крем для этого торта изготавливается на основе творожного сыра рикотта, а в США за основу крема используют крем-чиз. Аналог торта даже в Японии, где вместо крема используют ягодный или фруктовый джем. Финишный крем сверху украшаю в виде узоров, которые имитируют черепаший панцирь при помощи удобной лопатки. Последний корж укладываю снизу в виде черепашьей головы. Обсыпаю темным шоколадом. Рисую шоколадом мордочку и лапки. В качестве темного шоколада у меня тертый какао. Это настоящий шоколад, в котором полностью отсутствует сахар и добавки. Он также адаптирован под кето. Ссылку на тертый какао-шоколад я оставляю в этом рецепте. Готовый торт убираю в холодильник до следующего дня. Советский торт «Черепаха» в кето-варианте – это невероятно вкусный десерт, который придется по душе даже самым требовательным. Коржи настоящие бисквитные, и они невероятно мягкие и нежные. А сметанный крем со вкусом урбича делают по-настоящему волшебным. Торт особенно ценят дети, ведь каждый коржик можно снимать руками с торта в виде маленьких пирожных. Готовьте со мной на канале полезные и вкусные рецепты для себя и своих близких. Приятного аппетита!